Привет, ребята! С вами я, Мелвис Про. Кирдык. Ух ты ж! На улице холоднира я хожу. Давайте я вам расскажу историю. Как-то раз в этом поселении была вот такая только маленькая деревушка. Вот такая вот. Вот, смотрите. Вот примерно вот смотреть на мои пальцы, она была ширина, была вот такой. Но она росла. Но потом, знаете, когда она росла, всегда умирали вот на том бункере. Он даже развалился, сделали его новым. Да, это страшно, конечно. Но, блин, там умер мой дедушка, это Кирдык. Ну да, все говорят, что это легенда. Ну ладно, давайте я вам расскажу легенду про девушку с этим, не с амулетом, а с посохом. Да, и вон про эти доски. Вон, сейчас покажу даже доски. Вот. Тут ничего не видно, наверное, смотрите. Сейчас, постойте. Сейчас. Сейчас должно быть видно. Да, я вижу. Вот доски. Короче, слушайте мою легенду. Как-то первый раз тут шли два парня, просто гуляли. Услышали скрежет. Видят, доски чуть шатались. Они пошли домой. И вот дома у них на стене было, вот в этой деревне было кровище. Кровяк. Вообще прям стена вся в крови. Как будто так вот засосала. И вот. Ух ты ж, блин. Что еще скрипнуло? Это точно не я был. Ребята, я сыкую теперь. Это могло скрипнуть. Это вообще... Что скрипело там? Кирдык. Ну вот дальше. Тут туда вот засосало. И вот. С этого дня все и началось. У них стали проклятие какое-то. Что-то бревно не упало, то что-то это. Ну вот. Первый раз они шли там, где доски. И вот. Они увидели там какую-то, как на Самару Морган похож. И вот. Они ее испугались, но она как это посохом махнет своим вот так вот, посохом ударит. И все доски повалились на них, но доски сейчас восстановили. Повалились на них. Их трупы нашли вот недавно, и они уже держались, эти трупы, наверное, лет 1000. И вот. Их нашли. И скелета нашли, два скелета нашли. Посох и какой-то амулет. Блин, мне очень стрёмно так идти. И амулет. И вот, тело вот этой девочки не нашли. Все говорят, что это было. На самом деле, тело девочки не нашли. Может, она еще бродит? Может, это и была она. Ё-моё. Ёмненько, конечно. Но хрен ее знает. Да, блин. Кстати, у нас сейчас деревня. О, у меня еще мурашки по коже идут. Наш тут все тут побыстрее, там все. Там все деревни пошли, даже вам слышно. Это стрёмно было. Как? Не, блин. Это невозможно. Как там вон скрипнуло? И сейчас такой вопрос. И что там скрипнуло? Фиг знаешь. О, это очень сикотно. Блин. Кирдык. Сикотно, блин. Если я бы сейчас, если бы там кого-нибудь увидел, я бы рванул, блин, древ.
блин, это невозможно. Как дверь скрипнула? О, ребята, пиши, ставьте лайк. Вы знаете, как мне сейчас стрёмно идти, блин. Время уже 6 часов, но 6 часов вечера, но, блин, ну так светло, я не понимаю, почему. Ой. Ну ладно, блин, стрёмненько чуть ходить. То, что, блин, сейчас приедет сейчас какой-нибудь из кустов нахер выглядит, я такой страшненький, и все, блин. И у меня прям, и кирдык мне. Ну, блин, ну я учился в карате, но и ассасины не так уж. Мы ассасинами там лазили, ничего не сыковали. Ну ладно, ребята, я не должен сыковать, потому что ассасины не сыкуют. Как так-то. И вот. Ой, блин, стрёмно. За это, ребята, вы должны точно лайк поставить, потому что это, клянусь, ничего не делаю. Оно само как-то скрипеть начало. Ай, вы должны лайк и подписку точно поставить. Потому что это вообще... И смотрите, я такой стою, рассказываю вам, а потом такой, так скрипнул, такой, мне уже все. Я думаю, все, это конец света. Да, вот тут заброшка была, она развалилась. Я вам показываю свою местность. Ой, блин. Сыкотно, блин. Я теперь, блин, по каждому углам. Давайте я ушел вот так вот. Камеру такую полить. Так, сделал? Так, вроде какой. Это кирдык. Это вообще сыкотно. Вот не знаю как. Вы не знаете, как мне сыкотно, блин. Это кирдык. Ну ладно, ребята. Всем до свидания и всем пока.